Всем привет, дорогие друзья! Помните, я показывала вам такие кабошоны. В наборе было 2 штуки. Красивые, да? Мне так понравился и цвет, и фотография такая четкая. Красивый рисунок и красный такой оттенок. Мне очень нравится здесь книга. Она не белого цвета, а вот, как вы видите, такого бежевого цвета, скорее всего. И я хочу сделать брошки. 2. И чтобы они были разные. Покупала я вот такие 2 застежки специально для брошек этих. Ну, будет присутствовать, наверное, бисер золотого цвета. Я так думаю, что здесь больше подойдет золотой цвет бисера. Ну и одна будет с красным бисером. Я тут много чего подготовила. Ну, возможно, вот такой бисер я буду обшивать. Это он на камеру такой яркий. И вот такой есть у меня более подходящий к цвету бежевый. Вот такой у меня есть гамма 139. Возможно, это будет для обшивки самой броши, уже готовой. Я использую такой красный цвет насыщенный, так как у меня будет фетр красного цвета. 2 брошки я буду сразу вышивать одновременно. И одна брошка будет сзади, кожа пришита. Ну, а на другой брошке я хочу использовать красный бархат. У меня есть. Я посмотрю, в какую сторону лучше приклеить ворс. И брошку, то есть застежку, я хочу пришить сверху на бархате. А вот на коже у меня будет прятаться внутри застежка. И первую брошку я буду вышивать вот с этим бисером. Но сейчас я начну и буду все, конечно, с вами вместе вышивать. Возможно, потом пригодится мне бусинки вот такого цвета. Тоже, посмотрите, подходит хорошо. Такого бежевого цвета. Что еще можно здесь применить? Можно еще применить вот такие вот стразики. Ну, это, наверное, большой будет. Но я посмотрю. Здесь у меня много разных вариантов и форм. Возможно, какая-нибудь еще капелька пригодится. Не знаю. Это все в процессе буду смотреть. Точно еще я не знаю, что получится. Есть вот такие бусинки, ронделя. А есть вот такие красные стеклянные бусинки я покупала. Такие матовые. Вторую брошку я хочу совсем по-другому сделать. Возможно, я обошью еще вот такой стразовой цепочкой. Недавно показывала, как она мне понравилась. Тут такой цвет красивый. Посмотрите. Ну, я не знаю. Наверное, не видно на камеру такой цвет полностью. И вот так пришить, да? Но сначала обшить бисером. Бисер я тоже подобрала. Очень хорошо подходит к стразовой цепочке. И вот такой точно оттенок. Посмотрите. 1 в 1 цвета. Это кубический бисер. Номер 85. Но цвет такой потрясающий. Бензиновые переливы такие. И с такой цепочкой, да? Будет красиво, наверное. Не знаю. Посмотрим. Все это будет сейчас в процессе. Как будет выходить красиво, так и буду вышивать. А для начала мне надо обрезать, наверное, пополам это все. Вот так я сделаю. Ну, а здесь и уголки обрезаем. Они мешаются, цепляется ниточка, и это неудобно. Кабошончики, они очень плоские. И мне хочется выше, чтобы он был. И поэтому я возьму фетр. У меня есть такой плотный фетр толщиной 1,5 миллиметра. И приклею сейчас к кабошону. Так он будет выше немного смотреться. Вот так я уже приклеила. И он стал немного выше. Второй пока я не приклеивала. И не знаю, может быть так оставлю. А может быть подниму немного кабошон выше. Просто здесь придется 2-3 ряда и все, и заканчивать. И оплеточка будет такая маленькая, тоненькая. Ну а здесь я хочу немного больше, чтобы было оплетки. И посмотрю, наверное, как здесь будет. Сейчас я сначала оплету вот этот кабошончик. Я еще достала желтый, золотой бисер. Ниткой оплетаю я всегда вот этой. 12 ЛБ 0,6. И здесь 300 метров. Мне надолго хватает такой катушки.
А плетение будет у меня мозаичное, по 2 бисеринки. Уже все знают такой способ. И опять назад выводим между 2 бисерин и выходим в первую. И так я все сделаю и посмотрю, как будет это выглядеть. И вот так у меня получилась оплетка. Посмотрите. Совсем разные брошки будут. Видите, здесь как интересно смотрится сочетание бежевое с красным. Такое светлое и золотым. Бисером я стянула 15 номером. Я не хотела много закрывать сам кулон, красивый рисунок. В 2 кабошончиках я приклеивала фетр, чтобы повыше были. И вот этот, ну вот таким бисером я плетала. Кубический мне что-то не понравился. Вот этот я показывала, вообще не нравится. Он разного размера и он не смотрится здесь. Я взяла другой. Вот этот цвет очень мне нравится. Ну и теперь, конечно, я буду дальше обшивать. Это у меня будет темное все теперь. Я планирую цепочку такую пришить стразовую. А здесь, я думаю, может быть... Нет, не так. Нет, красные, наверное, стразики здесь я хочу поставить. Они потемнее смотрятся. Вот так, да? А здесь, наверное, я вот эти бусинки. И с вот такими. Они хорошо подойдут по цвету. Жемчужные, стеклянные. Опять-таки все это надо пришить и посмотреть, как оно будет выглядеть. Поэтому я так и вам не показываю сам процесс, потому что сама не знаю, что будет. Сейчас я просто приложу, пришью, наверное, вот эти бусинки, а потом посмотрю, нужно их так делать или не нужно. Подойдут по размеру они, лягут они здесь или нет. Точно не знаю, есть канитель, может быть канитель золотая подойдет здесь. Но она такая тоненькая, если ее растянуть, пришить, ее не видно. Я думаю, может быть, как-то ее фрагментами пришивать. Иголка проходит у меня, я посмотрела. Она очень тоненькая, вот это в канители. Ну, буду сейчас дальше смотреть, что будет получаться, сама не знаю. Но покажу, конечно, что у меня получится. И вот так у меня получилась одна из брошек. Здесь я хотела пришивать стразовую цепочку, и я отказалась от нее, так как мне не очень понравилось. И я решила бусинки под жемчуг пришить, такой красивый цвет. И между ними я поставила бусинки вот такого красного, темного красного цвета с таким покрытием АБ серебряным. И они здесь хорошо вписались. И я применила еще канитель. Кое-где я, как видите, вставляла канитель. У меня тоненькая такая черная канитель. Здесь у меня иголочка прошла. А эту канитель я вам показывала, которую я хотела пришивать. Она настолько тонкая, что даже у меня игла, самая тонкая, не прошла внутри. Хотя вот у меня есть и такая же серебряная, и один и тот же магазин, и визуально даже видно, что это тоненькая, это потолще канитель. И вот, не знаю, в эту проходит хорошо у меня игла, в эту тоненькую, золотую нет. Ну, я нашла черную, вот такую у себя. Тоже хорошо прошла иголочка в нее. И я вот пришила. Начала я уже обрезать. И покажу вам, как буду я дальше. Кончиками ножниц я обрезаю ровненько. Я здесь уже проклеила клеем, чтобы это все зафиксировалось и держалось крепко. Нитки не порвались. Я на ночь оставляла это все. Красиво получилось, мне нравится. И вот мне не нравится, когда здесь неровности разные, да? Мы ставим картон. И я в этот раз решила поставить вот такой фетр. Это очень плотный, толстый такой фетр. В сумке ставила, где на донышко где-нибудь поставить, или стенку где-нибудь укрепить, заднюю, например, или в карманчик где-то поставить. Это очень хороший такой фетр. У меня очень его много. Могла бы и поделиться с кем-то, если вам нужен, конечно, напишите. И я хочу вот вместо картона применить этот фетр. И будет ровно, посмотрите. Ну и потом у меня еще будет задняя часть кожаная. Вот такая. Сейчас я сначала здесь вырежу все ровненько и потом кожу. И вот так я обрезала. Как мы картон вырезаем?
немного меньше, на 2-3 миллиметра меньше, чем сама брошка. И потом, когда кожу пришиваем, здесь получается, мне тоже не очень нравилось, как я раньше делала. И я хочу, чтобы было полностью ровно все. И когда буду край обшивать бисером, буду именно прокалывать и вот белый фетр. И будет задник у меня ровный. Ну, теперь вот я хочу это все приклеить. Сначала я приклею фетр. И вот так вот я вырезала кожу, ровненько все, аккуратненько. Вот так смотрится. И теперь мне нужно саму булавочку. Нет, пришивать я ее не буду, просто приклею под кожу, правильно? Если кто первый раз хочет сделать брошку, посередине не делаем никогда, так как брошка нелегкая получается и может потом отвисать. Надо делать повыше немножко. Вот примерно вот так. Правильно? Или побольше булавочку брать. Можно вот так прикрепить еще. Можно подлиннее, если у вас есть. И теперь я примерно где-то вот здесь, посерединке, надо наметить ровненько, аккуратненько. Я беру ручку серебряного цвета и рисую вот так, ближе, прям поближе к самой застежке, именно вокруг обрисовываем, где должна лежать сама булавочка. Не нравится мне. Наверное, не посередине. Вот далеко от меня. Теперь хорошо можно это стереть. Серебряная ручка. Я всегда пользуюсь, когда шью из кожи что-то и рисую выкройку, так как она хорошо стирается, эта ручка. Вот так близко-близко обрисовываем. И вот так у меня получилось. Теперь мне нужно это все вырезать. Беру я ножницы и вырезаю, но ни в коем случае не по ручке. Внутри ручки надо вырезать, запомните это. Беру ножницы и надо прорезать. Или это можно сделать ножом, канцелярским ножом. Вот так я прорезала кончиками и внутри вот этой ручки я вырезаю. Многие пользуются другими способами, я тоже раньше делала по-другому. И вот так у нас получилось. Берем и проверяем, подходит нам такая дырочка или не подходит. Не подходит, значит, можно обрезать еще больше. И проверяем, проходит или не проходит. Здесь мне нужно еще немножко обрезать. Ручка хорошо стирается. И вырезаем еще немножко. Просовываем. Вот теперь хорошо все ложится. Отлично. Также я вырежу внутри ручки. Вырезала, и теперь берем булавку, продеваем вместе вот с этим кончиком. Вот этот кончик, он тоже должен выступать наверх, не прятаться там за кожей. И вот так получилось. Теперь нужно приклеить саму булавочку к коже. Здесь я сейчас промажу клеем. Здесь я проклеила клеем другим моментом. Ну а всю брошку я буду проклеивать прозрачным моментом. И немного подсохнуть дать надо. И склеиваем вместе теперь все ровненько, аккуратненько. И вот так вот помогаем здесь закрепить, приклеить лучше кожу. Поправляем, чтобы нигде ничего не торчало. И ровненько все получилось. Здесь можно было пришить какое-нибудь украшение для красоты, все что угодно. И теперь надо дать, чтобы подсохло все это. Если бы я брошку, наверное, приклеила бы застежку еще и захватила бы фетр, она бы так не выступала бы. А так она хорошо выступает и можно прикалывать ее, как видите. Только за кожу приклеиваем. Ну и теперь надо обшить бисером. Тут много вариантов, очень много. Можно и канителью обшить, можно стразовой цепочкой обшить. Получается здесь толстенький край. Здесь позволяет и обшить, и вот так красиво будет тоже. Но я буду обшивать бисером. Ну, красиво, да, смотрится, да? По окантовке, если пришить. Вот так вот стразовую цепочку. Но у меня здесь серебряный будет бисер. Я уже подготовила, так как здесь у меня серебряная застежка. И бисер этот с сайта Алиэкспресс. Хорошего качества, как я проверила его. Это, по-моему, 11 номер. Похоже на 11 номер. Это круглый бисер. Но я не буду, наверное, останавливаться, так как есть у меня урок, как обшить кабошон бисером. И на это дам ссылку, а то видео получится у меня очень длинное. И сейчас я обошью и уже покажу вам. И посмотрите, что у меня получилось. Какие интересные брошки. Один и тот же кабошон, но совсем разные
получились они. В золоте мне очень понравилось. Посмотрите, как смотрится сзади бархат красный с золотом. Очень красиво сочетается, да? Здесь я пришила вот такую вот тесьму, тоже бархатная. Ее можно вот так раскрыть и продеть любую цепочку. Посмотрите фотографии, как можно носить такие кулоны, брошки. Мне понравилось, оригинально смотрится. Ну и вторая тоже подходит, такой цвет, я думаю. Здесь кожа, как я вам показала, все гладенько, ровненько, обшила я бисером. Вот такие брошечки. Надеюсь, вам понравилось, и вы вдохновитесь и сделаете себе что-то подобное. Пишите комментарии, мне всегда интересно ваше мнение. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь, много интересного впереди. До скорых встреч!